Подсознание уже хочет татуировку. Расслабиться, да, и получать удовольствие. Начинаем. Начинаем же? Поехали, да? Всем привет! Меня зовут Лев Буджиков. Я являюсь мастером перманентного макияжа и татуировки. Лев Буджиков – практикующий мастер-тренер по перманентному макияжу и тату. Опыт работы с 1999 года. Имеет художественное образование и является членом Союза художников России. Автор собственных техник в перманентном макияже. Спикер, участник и призер на многочисленных профессиональных мероприятиях, таких как Total Control, Vulop, Make Star, Red Max, Red Congress, Permanent Connecting People. Сейчас мы будем делать татуировку, вернее, это мини-татуировка, очень детализированная, поэтому она у нас займет довольно-таки приличное время. Трансфер я уже подготовил, размер, соответственно. Будем переводить и начинать будем делать татуировку. Для того, чтобы начать работу, нужно сперва продезинфицировать поверхность кожи, потому что в процессе дня мало ли могло что-то сесть, какая-нибудь пыль, и для профилактики мы это делаем. И все, дальше мы наносим трансферный гель. Слишком много его нельзя мазать, но слишком мало тоже. Намазываем так, чтобы она была не жирная. И наносим трафарет по разметке. Кстати, о трафарете. Вот эти технологии трансфера, переноса рисунка с бумаги на кожу, бытует мнение, что они пришли с советских тюрем. На бумаге рисовался рисунок, переворачивался этот рисунок, с обратной стороны обводился. Хозяйственным мылом намазывалась кожа, наносили листок, и тем самым рисунок переводился на кожу. Потом эти технологии, возможно, перешли в Америку и настолько развили, что есть и трансферная бумага, и трансферные чернила, для того, чтобы на принтере печатать. Намного упрощает это дело для татуировщиков. Рисунок у нас наносится. Так, убираем трафарет. Так он получается. Пока сохнет, начнем приготовление. Бандажный бинт, чтобы у нас рука не скользила. И все, барьерная защита готова. Обязательно должна быть пленка здесь тоже, для того, чтобы ничего не попало внутрь. Иглы Ханафи 3RL. В общем, весь рисунок будет исполняться именно этой иглой. Так, и включаем, проверяем. Настраиваем вылет иглы. Вылет иглы зависит от того, какой ход иглы на машинке. Если здесь вот 3,5 и выставляем не более 3,5 мм, этого достаточно. Сейчас 2 мм. В татуировке буду использовать пигменты 7 Deep Black. И для камуфляжа шрамов 6. Это белый Dexi Titan. Начинают обычно татуировки снизу вверх. Это для того, чтобы нам не смазать трафарет, который мы нанесли. Вазелин у нас для того, чтобы у нас кожу сильно не травмировать и чтобы пигмент не растекался по коже. И вытирается очень хорошо. Кожу обязательно натягиваем. Без должной натяжки кожи у нас нет стабильного пробития кожи. Скорость на машинке выставляем не слишком большую и не слишком маленькую. На данном случае у меня вольтаж где-то порядка 6-7 вольт. И тогда при небольшом вольтаже у нас пиксель получается более-менее равномерным, без полос. Да, тут стоит работать деликатно, что здесь есть моменты такие, где очень-очень плавные переходы. И переборщить с тенью придется везде делать чуть-чуть темнее. Начинаем с самых темных мест. Тогда работа будет идти чуть быстрее. Мы будем наблюдать, что картина уже складывается. Если мы начинаем со светлых пятен, конечный результат он только в конце. А в процессе работы нужно хорошее терпение, чтобы не засадить краску. Обычно такие детализированные татуировки, я, по крайней мере, их сперва тренируюсь на латексе делать. Тоже рекомендую тем, кто недавно начал татуировки или же не поймет, как делать детализированные татуировки. Лучше всего тренироваться на латексе сперва, чтобы потом с уверенностью работать на клиенте. Там как раз отрабатываются моменты, которые могут случиться именно на коже. И после того, как мы отработали, понимаем, как работать на коже, чтобы не накосячить.
В данном случае я использую технику вип-шейдинг. Уникален тем, что все приемы взяты именно перманент. То есть перманентчики используют всю технику вип-шейдинга. И многие перманентчики даже об этом не подозревают. Поэтому я даже своим ученикам рекомендую, если что-то они хотят узнать по поводу перманентного макияжа, по технике, то надо смотреть на фундаментальные знания. А фундаментальные знания как раз таки это и вип-шейдинг в перманентном макияже. Он представляет из себя технику, пиксельная техника. Небольшие махи с небольшой скоростью. Скорость иглы тоже небольшая. И там нету таких вот прям линий или плотных закрасов. Там все достигается именно пикселями. И поняв эту технику, легче понять именно перманент. Ну и вообще я рекомендую тем, кто хочет заниматься татуировкой, мало изучать технику. Надо изучать академический рисунок. Есть очень много видео, посвященных именно вот рисунку, живописи, композиции. Рекомендую посещать выставки, музеи, вдохновляться, развивать свою насмотренность, и тогда будет прогресс. Многие, кстати, игнорируют этот вопрос, хотя он очень помогает мастерам. Ну и вип-шейдинг еще чем хорош, тем, что болевых ощущений меньше бывает. Плюс использование игл тоже к минимуму сводится. То если мы используем какой-то другой стиль, то там доходит до большого количества игл. А здесь можно одной иглой сделать один большой рисунок, довольно-таки сложный, как этот. Если не зная, с какой стороны подойти, можно и запороть рисунок. Используя сценарий заранее продуманный, то рисунок можно сделать за довольно-таки короткое время. Перед тем, как начать татуировку, мы определяем толщину линий, количество тонов и определяем, с какой точки мы начинаем работать, с каких тонов мы начинаем работать. Определяем самые темные точки, самые светлые. И чтобы не переборщить с тоном, мы как раз таки делаем себе раскладку по тонам. И имея вот эти современные технологии, там как принтер, трансферную бумагу, нам не обязательно уметь рисовать. Достаточно просто уметь класть штрих. По поводу коррекции, на коррекцию по татуировке можно приходить. И иногда даже нужно. Не всегда она заживает так корректно, как хотелось бы. И не всегда клиент, так же как и в перманентном макияже, ухаживает добросовестно. Это организм, и он ведет себя по-разному. Бывает такое, что татуировки сразу заживают как надо, а бывает, что нужна коррекция. В основном зависит это от того, что перекрытие это или же татуировка с нуля. Это первое. И второе, когда используется несколько цветов и какие-то сложные перепады, переходы, там бывает, что и где-то некорректно зажил. И для того, чтобы сделать прям идеальный рисунок, нужна коррекция. Не обязательно, можно разделить на холодные и теплые, то есть холодными работать одними иглами, вернее одной иглой, а теплыми другой иглой. И обязательно ставим стакан с водой, чтобы промывать иглу. Многие мастера пользуются для того, чтобы смыть просто вот ту грязь, которая накопилась уже в иглах. Если большие площади, там удобнее делать градиент магнумами. Если маленькие площади, то 3RL прям идеально. Но бывает градиент, когда надо делать очень деликатно и мелко, тогда только однерка. Но опять же, это зависит от мастера. Татуировкой может овладеть в принципе любой мастер, любой человек. Сейчас технологии позволяют овладеть татуировкой быстро и довольно-таки качественно делать. Главное, чтобы у человека была тяга к этому. А в перманенте там немножко сложнее, потому что это на лице, там в первую очередь нужно преодолеть страх. Кстати, по промокоду, который виден на экране, вы можете приобрести продукцию Hanafi со скидкой. Сейчас, чтобы ускориться, мне нужно поменять иглу. Я возьму Magnum 7. Вот так вот она выглядит. 2 ряда игл. Да, это чтобы ускориться. До этого мы работали 3, сейчас мы будем 7. Практически 75% сделано. Осталось совсем немного. Мы уже, можно сказать, на финишной прямой. Цена татуировки обычно зависит от детализации. То, что сейчас происходит, это как раз таки и есть сложность. Чем больше вот этих вот деталей, перепадов теневых, тем стоит дороже брать за процедуру. Мало детализированные, это у нас в основном надписи идут
И сильно детализированные, это у нас, как правило, мандалы, где очень много прямых линий. Ну, таких линий, где нельзя допустить вибрацию. Считаются как бы самые сложные работы. И вообще, кто занимается перманентным макияжем, всем, наверное, посоветовал бы заниматься именно практикой мини-татуировки. Это очень хорошо развивает технику. Вот. Хотелось бы еще сказать по поводу трансфера. Когда сложные какие-то рисунки готовишь трафарет, многие не знают, какие линии обводить. Можно отдельно взять фотографию и выделить карандашом тональности. Самые темные места сперва, потом чуть светлее, светлее, светлее. И так будет проще разобраться. Затем, когда мы переносим трафарет уже на тело, мы уже знаем, где и как мы будем красить. Где плотнее, где менее плотно. Перепады мы делаем уже ориентируясь на эскиз. Плавные переходы, как вот на подбородке, вот на щеках. Тут вот желательно всегда эскиз иметь под рукой, чтобы не ошибиться, чтобы максимально точно это передать. Вот здесь вот моменты вот эти жесткие, четкие, их как-то проще передать. Линейно можно это сделать. А вот, например, вот сложный узел подбородок между губой и носом, вот где впадина это идет. Вот здесь самый сложный узел получается. И вот тут очень внимательно надо смотреть на эскиз. В античной скульптуре, особенно мраморной тени, тяжеловатые. Трафарет нужно максимально продумывать. Так, мы меняем иглу опять на 3RL, потому что мы с большими площадями уже закончили, и сейчас тут более детализированно пойдет. 3RL нам проще их детали эти сделать. Семерка, там же плотные иглы, вернее не плотные, они из-за того, что рядом находятся, они не дают пробить кожу очень глубоко. Чем меньше конфигурация, тем проще она пробивается. Соответственно, болевые ощущения чуть-чуть больше. Ну, с черным цветом мы закончили. Переходим на белый цвет и будем доводить татуировку. Меняем иглу. 3RL мы меняем на новый 3RL. Потому что белым цветом работать после черного, то получится серый цвет. Белым цветом всегда ощущение ярче. То есть клиент больше боли испытывает, когда работаем белым цветом. И непонятно, с чем это связано. Может быть, из-за того, что уже организм устал и в последнюю очередь белым цветом работает. Разнятся мнения по этому поводу. И белым цветом надо работать очень осторожно. То есть, как мы тень накладываем черным цветом, точно так же и белым цветом. Что если белым цветом переборщить, будут некрасивые белые пятна. Итак, мы закончили. Коррекция, скорее всего, не понадобится, потому что мы работали чистым черным цветом, не разбавляли его. Но на всякий случай, через месяц мы будем смотреть, наблюдать. Возможно, нужна будет коррекция. И сделаем коррекцию, если она понадобится. Подписывайтесь на наш канал YouTube, Telegram, ВКонтакте. До новых встреч. Пока-пока.